Добрый день, уважаемые зрители моего канала, уважаемые подписчики, уважаемые граждане Украины. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня я хочу глубоко и всесторонне разобрать, опять же, одно из самых резонансных дел современной Украины. Дело об убийстве Ирины Фарион и обвинении в этом преступлении 18-летнего на момент событий Вячеслава Зинченко из Днепра. Друзья, это не просто уголовный процесс, который тянется уже больше года, с июля 2024 по сегодняшний день, декабрь 2025. Это зеркало глубоких социальных, моральных и даже духовных противоречий в украинском обществе. Здесь, в этом деле, переплетаются вопросы национализма, языковой политики, семейных ценностей и вечных библейских принципов. Я как юрист с опытом защиты прав человека вижу в этом деле не только юридические просчеты, но также и фундаментальные ошибки, которые могут, на мой взгляд, иметь трагические последствия для всех вовлеченных сторон. Давайте разберемся подробно, шаг за шагом, в чем главная ошибка адвоката Игоря Сулимы и почему рекомендованная им стратегия защиты приводит к самоуничтожению обвиняемого. Сначала напомню ключевые факты дела, чтобы мы все были на одной волне. Ирина Фарион, известный языковед, бывший народный депутат от партии «Свобода», была застрелена 19 июля 2024 года во Львове возле своего дома на улице Масарика. Выстрел в голову, смерть в больнице. Через неделю, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого Вячеслава Зинченко, тогда еще 18-летнего парня, жившего с матерью. Отец служил в ВСУ на фронте. Следствие быстро собрало доказательства. Видео с камер, где видно фигуру в панаме и очках, убегающую с места преступления, адерологическая экспертиза, запаховые следы с совпадением 99,9%, ДНК, гильза, арендованные квартиры во Львове, где Зинченко якобы скрывался. В декабре 2024 года квалификацию изменили на более тяжелую. Умышленное убийство в связи с общественным долгом по мотивам национальной нетерпимости, плюс незаконное хранение оружия, и это уже грозит пожизненным. Судебный процесс начался в 2025 году в Шевченковском районном суде Львова. Арест Зинченко продлевали неоднократно в феврале, апреле, июне, сентябре, ноябре. Последнее заседания в ноябре-декабре 2025 года включали допросы свидетелей,
матери Зинченко, которая общалась с сыном по телефону в день убийства, отца, давшего показания 26 ноября, тайных свидетелей, видевших фигуру во Львове, даже сокамерников, которые Зинченко якобы говорил о мотиве, о личной неприязни к Фарион из-за ее высказываний о русскоязычных. Защита оспаривает экспертизы, говорит о нарушениях, фальсификациях протоколов, отсутствии прямых улик. Зинченко то признавался в разговорах по версии следствия в убийстве, то заявлял о давлении. Есть группа поддержки обвиняемого, женщины в футболках с его фото, скандирующие «Свободу Вячеславу», и сторонники Фарион с ее портретами. Дочь погибшей, София Особа, требует 15 миллионов гривен компенсации морального вреда. Процесс продолжается, и финал все еще впереди. Теперь, друзья, перейдем к главному. В чем ошибка адвоката Игоря Сулимы? Из материалов дела и заявлений защиты видно, что стратегия Сулимы и его коллег Владимира Вороняка частично строится на том, чтобы дистанцировать Зинченко от пророссийских или антиукраинских мотивов. Ведь обвинение утверждает, Зинченко подписывался на ультраправые каналы, где пропагандируется расизм, национальная нетерпимость. У него нашли мемы с Гитлером, свастикой. Он якобы считал, что Фарион раскалывает народное единство своей защитой украинского языка. Чтобы опровергнуть мотив национальной нетерпимости, защита подчеркивает патриотизм Зинченко. Он участвовал в футбольных турнирах в поддержку армии, проходил курсы БПЛА, планировал в ВСУ. Отец Зинченко – боец на фронте. Отец Зинченко публично заявлял, что его сын – украинский патриот, и даже восхищался Бандерой, по словам матери. И вот здесь, друзья, кроется грубейшая, фундаментальнейшая ошибка. Адвокат Сулима, опытный адвокат, он защищал в свое время Кацабу, приобрел на этом адвокатскую славу. Адвокат Сулима, рекомендуя позиционировать Вячеслава как убежденного сторонника сильной украинизации и моноэтничной или хотя бы монолингвальной Украины, невольно подталкивает парня к отказу от своих корней. Реальность такова. Семья Зинченко из Днепра, типичного русскоязычного региона. Отец и мать – русскоязычные люди, как и сам Вячеслав до определенного момента. Днепр – город, где русский язык доминирует в повседневном общении, несмотря на войну. Переход Зинченко к
к радикальной самоидентификации как исключительного украиноязычного патриота, поддержка идей принудительной украинизации, чтобы опровергнуть обвинение в нетерпимости, это прямой отказ от языка и культуры родителей. Это не просто тактика защиты. Это акт предательства семейных корней. Нарушение одной из ключевых заповедей Декалога. Я имею в виду 5-ю заповедь, данную Моисею на горе Синай. «Чти отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Исход 20:12. Эта заповедь не формальность. Библия неоднократно подчеркивает: почитание родителей – основа благосостояния и долголетия. В Ветхом Завете непочтение каралось смертью. Второзаконие 21:18-21. В Новом Христос осуждает фарисеев за уклонение от этой заповеди. Марк 7:9-13. Отказ от языка родителей – это неуважение к их наследию, к тому, как они воспитывали ребенка. Язык не просто средство общения. Язык – это часть идентичности, передаваемой от поколения к поколению. Поддерживая стратегию, где Зинченко становится радикальным украинофилом, адвокат Сулейма и отец Зинченко, поддержавший патриотическую линию, невольно толкают парня к греху. Это преступление против вечных моральных норм, которое по библейским принципам приносит проклятие вместо благословения. Почему это пагубно? Человеческое общество по своей природе стремится не к разделению и принуждению, а к общению, единству и гармонии. Господь создал людей разными. Из одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Деяния 17:26. Никакая этническая принадлежность, никакой язык, как маркер этой принадлежности, не должен быть барьером для идентификации себя прежде всего как человека, созданного по образу Божию. Отсюда полиэтничность мира. Успешные государства вроде США, Канады, Швейцарии процветают благодаря толерантности и интеграции, а не принуждению к монокультуре. Полигражданство, мультикультурализм – это естественное развитие. Национализм в крайнем формате, который проповедовала Фарион, оскорбление русскоязычных, призывы к языковой полиции – это искусственное препятствие. Он сеет ненависть, разделение и в итоге приводит к насилию, как в этом деле. Фарион сама стала жертвой той идеологии разделения, которую
продвигала. Ее высказывания о русскоязычных бойцах ВСУ, как неукраинцах, раскалывали общество в момент войны, когда нужно единство. Но и обвинение Зинченко в национальной нетерпимости – это также зеркало той же проблемы. Пока Вячеслав не осознает пагубность позиций, где он имитирует или принимает крайний национализм, принудительную украинизацию, моноэтничность. Пока он не осознает это, он будет терпеть несправедливые страдания. С юридической точки зрения доказательства спорны. Защита говорит о нарушениях в экспертизах, отсутствии оружия у Зинченко, сомнительных видеоидентификациях, но с духовной точки зрения обвинение не просто в убийстве, а в национализме самого Вячеслава. Он стал заложником идеологии разделения. Если он патриот, зачем убивать символ патриотизма? Если нетерпимый, то корни в отказе от родителей. Библия учит: не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. Римлянам 12:19. Национализм – форма мести, гордыни. Он бумерангом возвращается. Примеры истории. Крайний национализм в Европе XX века привел к катастрофам. Сегодня он ослабляет Украину, сея внутренний разлад. Что делать? Вячеславу нужно вернуться к корням, почтить родителей, принять свою билингвальную, полиэтничную идентичность. Русскоязычный украинец, патриот без крайности. Отвергнуть принуждение как со стороны Фарион, так и со стороны обвинения. Адвокату Сулейме пересмотреть стратегию, фокусироваться на фактах, слабость улик, возможные провокации, а не на идеологической маскировке. Обществу понять истинный патриотизм в единстве, уважении к разнообразию, а не в языковых войнах. Если мы не преодолеем этот разлом, трагедии повторятся. Убийство, ненависть, разделение. Друзья, это дело учит нас вечным истинам. Почитай родителей, и благо тебе будет. Стремись к миру, а не к разделению. Если вы согласны или имеете вопросы, пишите в комментариях. Делитесь мнением. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не пропустить новые разборы. Донатьте. Давайте вместе искать правду и справедливость. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч. И пусть Господь благословит всех нас миром.